Друзья мои, приветствую вас на своем канале. Сегодня хочу показать вам свою Джулию, орхидею Джулию или ринг, она еще называется. Наконец-то она у меня расцвела, распустила свои невероятные цветочки. Несколько лет она не радовала меня цветением. Я уже потеряла всякую надежду увидеть ее цветущей. Очень интересный фаленопсис, ампельный, дает большое количество цветоносов. Цветоносы вот такие вот тоненькие. После отцветания их нужно, ребята, оставлять, не срезать, потому что со временем они опять доращивают бутоны. Этот цветонос один из первых, который вышел 1,5 года назад и ничего не пообещал, остановил свой рост. Но в этом сезоне на этом цветоносе я его не убирала, хоть он такой неказистый. Появился бутон на этом неказистом цветоносе. Что я хочу вам рассказать про эту орхидею? У нее очень тонкий аромат, еле-еле уловимый, но он есть. То есть орхидею можно отнести к ароматным. Очень нежный, тонкий аромат. Но недавно при поливе я обнаружила, что один из бутончиков на цветоносе раскрыл, один из последних бутончиков раскрыл мутантика. Сейчас я переверну вазон. Ой, посмотрите, ребят. Каждый цветонос выдал по 4 бутона. И вот последний бутон преподнес вот такой сюрприз. Отсутствие губы, отсутствие нижней сепалии. И то же самое, друзья, произошло и на этом цветоносе. В общем, такой вот удивительный казус произошел с моей орхидеей, что меня очень-очень удивило. Я нигде не видела мутантов на Джулии при ее цветении. Если у вас были такие случаи, обязательно поделитесь в комментариях. И как выглядели, напишите эти мутантики. Будет очень интересно. Не знаю, что это повлияло. Соседние цветы, они нормальной формы, правильной. Но вот последние бутоны раскрылись вот в таком виде. Забавном виде. Так что Джулия тоже может мутировать, давать мутацию. У меня кустик молоденький, леченый, как вы видите, смазывался мною по шее, потому что после опрыскивания, хотя и в теплый летний день, вода попала между листьев и начался процесс гниения. Я быстренько воспользовалась фунгицидом Максимом, промазала шейку. Вот этот белый налет, это я использовала тоже средство противогрибковое. К сожалению, я уже не помню какое. Похоже на фундазол, но, возможно, что-то из этой серии. В общем, все средства шли в бой с распространяющейся гнилью шеи. Но в скорости гниль остановилась, и вот даже с мест пораженных начался рост корней. Кто не знает, ребята, этот сорт любит очень растить корни. Корнями просто... Сейчас, девчонки, мальчишки, я вот ее поставлю. Корнями просто весь вазон заполнен корневой. Вот так я вам покажу. Вот, видите? Ну, когда уже будет у нас
большое количество, когда мы не будем помещаться в вазоне. Вот они уже, конечно, повыходили вниз. Будем предпринимать меры по пересадке. Но пока вот мы растим такие красивые цветочки, удивляем интересными мутациями непонятными. Причину появления этих мутаций знает только орхидея, видите. Но держит цветочки она уже больше месяца. Очень красивые, интересные. Но мне очень захотелось показать вам именно вот этих мутантиков. Они как близнецы, мутантики-близнецы. Видите? Вот такие вот василечки, я их называю. Василечки. Девочки, вы спрашивали, как я добилась этого цветения. Я, в принципе, не добивалась его. Я его ждала, так скажу, надеялась и верила. Но вообще удобрения, которые я вносила, они вносились всем орхидеям в минимальных дозах. Это были удобрения, сейчас Фуджи зеленые, там буквально 2-3 капельки на пол-литра кипяченой водички, так я делала. И 2 раза монофосфатом калия я все орхидеи проливала. Что-то, может быть, и повлияло. Но вообще я не жалуюсь на отсутствие цветения орхидей у себя в моих условиях. У меня южная сторона, я слежу за поливом. И, в принципе, худо-бедно доцветут, радуют. В общем-то, не было у меня... Единственная орхидея, которая у меня в этом сезоне не процвела, это орхидея Мини-Марк. Вот она с характером. Даже в моих солнечных условиях южной стороны с отрегулированным поливом она не захотела цвести. Вернее, как, она выбросила цветоносы, но остановила их развитие. Вот на нее я могу вам пожаловаться. А Джулия, кстати, тоже не цвела несколько сезонов. Но кто-то из вас, девочки, мне написал в комментариях, что подождите, пусть заполнит горшок полностью корнями. Корням должно стать тесно. Вот это я запомнила. Не спешите ее пересаживать в большие объемы. Но это, мне кажется, касается любой девчонки орхидеи. И если вы не будете давать корням большие объемы, орхидея сфокусируется на своем цветении. А если будет большой объем горшка, она будет заниматься своими корнями. Ну, плюс большой риск в большом горшке загнивания этих корней, потому что увеличивается время просыхания субстрата. Так что всех обнимаю, всем пока-пока.